Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог, на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер всем. Друзья, спасибо, что ставите лайки, за то, что пишете комментарии, за то, что участвуете в наших интерактивах. Все очень просто, все как всегда. QR-код, который видите на экране, возможность прямо на экран и ворваться со своим сообщением, мнением, пожеланием. Если хотите оставить вопрос заранее, то это можно сделать в закрытом клубе телеграм-канал «Шелест». Там есть закрытая, как говорится, зона, и там оставляют заранее вопросы, и абсолютно открыто в сообществе YouTube. Там тоже такая традиция, анонс нашей встречи, и можно оставить вопросы заранее. Вопросы в чате трансляции, пожалуйста, приберегите для финала программы. Все как всегда, да, в самом конце будем отвечать и общаться непосредственно с вами. Также всех призываю подписываться на Золотарева, ссылка на его YouTube-канал, собственно, в описании к этому видео, поэтому переходите и интересуйтесь. Начнем с опроса, который сейчас волнует, наверное, всех. И судя по политическим телодвижениям, такое ощущение сложилось. Это обманчивое ощущение. Но сложилось, что даже российские военные как-то и украинские военные как-то даже бросили воевать, и все смотрят в сторону Киева, да, и в сторону там Миндича, Фламиндича, и вот что вообще происходит. Пауза обманчива, на самом деле на фронте тоже есть движения, и достаточно тяжелые, и для украинской стороны прежде всего, и, конечно, обстрелы по тылам, прошлая ночь была в Киеве, ой, какой громкой. Все это будем обсуждать, но все-таки опрос о Миндиче и об этом деле. Исходя из опубликованного на Бум, как вы думаете, какое отношение имел Зеленский к махинациям Миндича? Простой вопрос. И варианты. Знал, участвовал, руководил. Знал, но не участвовал. Не знал и не участвовал. Или какая разница? Запад-то денежку дает. Вот такие 4 варианта. Как бы вы проголосовали и что скажете? Знал, не знал. Наверное, я могу сказать, что 9 из 10 ответят о том, что Владимир Александрович был в теме и в доле. Так считают. Собственно, нетрудно предположить, поскольку то, что мы услышали на этих записях, и вот те материалы, не оставляют сомнений, что не знал, и для него оказалось сюрпризом. Знаете, это надо быть очень наивным и очень недалеким человеком, чтобы в это поверить. Но пока, во всяком случае, команда президента избрала единственно, как они считают, верную тактику дистанцироваться от всего происходящего, призвать к борьбе, очередной раз, к борьбе с коррупцией. Мы помним, и в 2019 году Владимир Александрович много и красиво говорил о том, что как он будет бороться с коррупцией. Призывал звонить в НАБУ. Думаю, что такое. Но сейчас, судя по всему, тот случай, когда, как говорил незабвенный Игорь Валерьевич Коломойский, в отношении другого украинского: Витя, бери, жизнь как супермаркет, бери все, что хочешь, но впереди касса. Так вот, у Владимира Александровича замаячила касса. Это еще не конец, но, похоже, начало конца. И, судя по всему, загонщики гонят Владимира Александровича как оленя в капкан, где, как говорится, будет та самая касса. И похоже, что пока основная интрига в том, услышим ли мы записи с участием знакомым хрипловатым голосом, или все-таки как-то все будет зависеть от поведения Зеленского. То есть пока он начал довольно быстро сдавать фигуры из своего окружения, но это может вкупе с тем, что перекрыт финансовый краник, это может оказать серьезное деморализующее воздействие на всю эту мешку, которая зародилась вокруг президента. То есть, круговая порука – это такая вещь, когда она начинает сыпаться, то, как правило, рушится каскадно. Поэтому впереди нас ждет очень много интересных и интригующих открытий. Но трудно сказать, что это было сюрпризом. Дело в том, что для этой публики, очевидно то, что никто там людей с английскими книжками нет. Но когда ты начинаешь говорить о какой-то теневой стороне, о том, что это мега-коррупция, это мега-воровство, в условиях войны коррупция – это сродни мародерству. Те тут же затыкают рот, это кремлевские нарративы и так далее. И даже до войны, знаете, сидит сейчас
Соединенных Штатах такой Горбуненко. Это один из деятелей вокруг Агрогаз Трейдинг, такая фирма АГТ, которая присосалась к Одесскому припортовому заводу. Ну, в 2020 году написал, что фирма «Рога и копыта», и, собственно, типичная паразитическая прокладка, созданная с известной целью, там, по-моему, 15 или 20 человек. Ну, Горбуненко возмутился, там, потребовал опровержения, был послан в пешеходное эротическое путешествие, потом обратился в суд, но ничем это не закончилось, поскольку фигурант сбежал за океан, где его с распростертыми объятиями приняло ФБР, и причем, очевидно, он оказался очень сговорчивым субъектом, ибо он не сидит в депортационной тюрьме, он не сидит в каком-то другом узилище, его выпустили. Это значит то, что, очевидно, дает показания. Поэтому, ну, одним больше, другим меньше. Судя по всему, мы еще услышим, энергетика – это лишь одна из сфер, где косили баблу вагонными нормами, как мы видели, вот эти кирпичи в банковской упаковке. Но, судя по всему, учитывая то, что не так много вкусных тем осталось в украинской экономике, это восстановление, это энергетика и это оборонка. То есть производство и продажа оружия. Ну, в двух темах, оборонка и энергетика, Миндич участвовал. И похоже, что на следующий сюжетный поворот и как-то вот интригующе выглядит командировка Умерова в Турцию. Мы увидим еще и сюжетный поворот в сторону оборонки. Вот такой прогноз. Но пока будут шатать, пока будут расшатывать окружение, и если оно быстро начнет сыпаться, то, судя по всему, тут у Зеленского будет несколько вариантов на выбор. Либо такое правительство народного еднания, которое ему предлагает Порошенко, ну, видимо, отдать энергатам Пинчуку, соросят на министерские должности, ну, а Петра Алексеевича во главе этого уряду народной доверия. Либо же передать полномочия Верховной Раде. То есть вариантов, ну, куда двигают ситуацию, вариантов немного. Ну, смотрите, тут же давайте проанализируем, просто попытаемся понять. То, что сделал Зеленский, это откровенно, ну, это видно. Если, например, многие будут говорить, что вот, нет, все красиво, есть, в общем, два подхода к этому всему. Я имею в виду трезвых подхода, без, скажем, такой политической приверженности. Подход номер один. То, что произошло сейчас, это, да, действительно очень больно, это серьезный скандал, это тяжелая история, это воровство, и это тень непосредственно на офис президента. Но, по большому-то счету, к этому были готовы. То есть, отходные пути были понятны. Да. Ну, то есть, Карлсон, почему Карлсон? Потому что он улетит и обещает вернуться через 3 года, потому что санкции ввели на 3 года. То есть, смотрите, только 2 члена правительства действующих, и то там Галущенко, он мог бы спокойно пойти на покой. Вице-премьером был Чернышов, тот, который Че Гевара. Ну, подумаешь, да, ну, скажи, ну, это уже прошлый. То есть, как-то все равно к этому всему готовились. Они все понимали, что если накроют, то есть отходные пути. Ну, вот, как уезжал Миндич, все прекрасно видят, что уезжал вроде как гражданин Украины, а уехал и санкции ввели как гражданин Израиля. И очень такая абсолютно... Сегодня уже решили. Нет, это не сегодня решили. Вот, Андрей Ильич, не сегодня решили. Потому что это секрет Полишинеля. Открываешь список указов Зеленского. Вот прям список. И там есть один пропущенный номер. Ну, это так бывает, когда указ секретный. Ну, не для общего доступа. Наложили гриф «секретный» и все. И там как раз этот указ, он предшествует санкциям. Тем более, что паспорт уже показали. Да. Миграционка говорит, ой, у нас нет, у нас этот паспорт недействителен, Зеленский лишил гражданства. Получается тут просто все элементарно. Зеленский лишает этим секретным указом, наверное, мы не знаем, но предполагаем, гражданство и вводит санкции там, на 3 года, чем обеляет и делает невозможной экстрадицию из
Израиля вот этих товарищей. Сами эти товарищи, самим им звонят журналисты, они говорят, все брехня, Коломойский комментирует, говорит, Зеленский должен уйти, а Миндич вообще хороший человек, то есть нормальный, хороший парень, это, конечно, не профессия, ну, как бы он стрелочник, на него просто повесили. А Цукерман, который, да, говорит, это все брехня вообще, отстаньте от меня, то есть вот я знаю, как по-настоящему, но я вам не скажу, журналисты, потому что это вот такая подстава глобальная. Короче, их слили планово. Но то, что события неожиданные для офиса президента, это вот эти метания информационные все-таки выказывают. Они не готовы, оказались не готовы. Но и в этот раз, видимо, под патронатом ФБР НАБУ очень серьезно подготовился. В отличие от лета, ну, чувствуется рука профессионалов, ведь ждали, ведь выписано это все было, санкции, ордера 24 октября, а дождались 10-го. И именно в понедельник, в информационно пустой день, когда информация получает наибольший резонанс. Интересно другое, ведь и, я думаю, знали и, собственно, и причастные к этому делу, о том, что грядет. Но вот эти кирпичи, может быть, не знаю, обычно ж аккуратно раскладывают долларовые купюры, демонстрируют этот ковер, а тут четко сфокусировано на одном штрих-код одного из 12 резервных банков Соединенных Штатов Америки. То есть тут подчеркивается то, что вообще, естественно, очень легко установили то, что вообще эти деньги были предназначены не для Украины. То есть нет ли тут какой-то еще одной интриги. Равно как вот как обун господин Миндич. Ведь там в 2 часа ночи, ну, за 6 проехать от Киева до Львова, ну, это надо, наверное, на гиперлупе перемещаться. Ну, за На 6 часов. Фламиндиче, ракета Да, Фламинго. да. И, во-вторых, комендантский час. Ну, видимо, вот экстракшн Миндича готовился, осуществлялся спецслужбами. Потому что просто так проехать по Киев-ЧОП вот в это время, но тормознут и будут проблемы. Очень долго молчал Ермак. Молчал и даже Безуглая обратила внимание, что последнее время, там, вчера встречался Зеленский с Будановым, сегодня встречался со Свириденко, они там обсуждали, что нужно аудит госкомпании провести, если вдруг где какая коррупция, сразу в правоохранительные органы. Ну, прям, знаете, так для детский сад какой-то. Ну, хорошо, аудит, Буданов говорит, какие-то сюрпризы будут. Буданов, тот, который не рукопожатный, тот, который, собственно, альтернативная у него мнение, политическая роль, у которого фигурка Трампа на столе, а все как бы с Трампом не вась-вась, потому что Трамп денег не дает, а Европа дает. И там не было Ермака. И вот сегодня Ермак появляется у поверенной, Дэвис. Это как посол, только не посол. Без полномочий. В общем, представитель США, посольства США. И он с ней встречается, делают фотографии. Они все, конечно, лица такие специфические, но тем не менее. Вот они встретились, и Ермак, получается, дает интервью и говорит, что, значит, так, смотрите, чтоб вообще никто не привязывал президента сюда, вообще он никаким боком здесь, Зеленский, нет, это все вот эти окружения, бояре плохие, а царь-то у нас хороший. Как вы, давайте так, да, давайте так, вы как профессионал, как оцените вот эти первые шаги, ну, то есть действия офиса по отбеливанию Зеленского? Ну, судя по всему, вот эти несколько дней офис пребывал в состоянии гроги. Знаете, в боксе, когда после хорошего нокдауна иногда боец плывет, теряет ориентацию, звездочки в глазах. Ну, тем, кому приходилось в молодости на кулаках сходить в состоянии. Вот, судя по всему, от первого шока отошли, но пока ничего конгениального. Рафик не виноват, но, знаете, это не тот случай. Что бы сейчас не говорил Зеленский, тень падает на него. Ибо ну, привязка Миндича к Зеленскому у нас состоялась довольно давно. Теперь зафаршмачен Миндич, чтобы он там не рассказывал со Святой Земли насчет того, что он не при делах. Ну, все прекрасно понимают. И
учитывая то масштаб информационного наката, ведь тут участвуют и порохоботы, и старосята, плюс еще и сейчас, похоже, и зарубежные медиа активно будут обыгрывать эту тему. То есть отбиться, ну, скажем, сделать так, чтобы никто не смотрел наверх, у офиса президента не получится. Другой интрига в том, как долго еще тот же Ермак продержится, и, судя по всему, один из векторов атаки на него, ну, прекрасно понимают, свалят Ермака, упадет и Зеленский. Вот, это все совершенно очевидно. Поэтому информационно пока офис проигрывает. Ну, о чем, собственно, я неоднократно говорил, что рано или поздно те же Старосятов ударят в спину президенту. Это был только вопрос времени. Ну, и, правда, в 23-м году, когда я это сказал, это воспринималось штыки, вражеская пропаганда, за что попал в стоп-листы. Но сегодня это уже факт. И посмотрим, начинают качать тему Майдана, там, смотри, Барабаш завтра на 12. Посмотрим, что из этого получится, ибо любой, кто знаком с реалполитик в Украине, прекрасно понимает, что любой Майдан, не акцептированный, не благословленный посольствами партнеров, у нас по определению контрафактный. И если летом мы увидели, когда вышли эти молодые люди с картонками, несмотря на военное положение, у Зеленского было все полномочия и все, как говорится, по закону он мог все это очень быстро, как говорится, разогнать. Но этого не случилось. Очевидно, у этих ребят с картонками была охранная грамота. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Но, знаете, жупел вот третьего Майдана, ну, это тоже один из инструментов политического давления. То есть, а будете упорствовать, ну, выведем людей на Майдан. Так а что даст этот Майдан? Вот Да опять-таки, ничего. тут же какая штука. Вот этот вот Майдан, когда атаковали НАБУ с картонками, который, все его хулили. Говорили, да вот эти непонятные эти дети, эти все, вот это все. Да, там обидные лозунги, но по большому счету была команда от Семипосольщины не трогать, и никто никого не трогал. Хотя, конечно, очень все как бы вскипало. Но этот Майдан... Нормальные люди говорили, смотрите, то есть это единственное, что может шатнуть Зеленского. Вот прям единственное. Все остальные как бы пути перекрыты, обложены. Он сегодня даже, тоже такой анекдот, если честно, политический. Есть такая политическая партия «Гарант», и там есть такой некто Валерий Токарев. Руслан Токарев, да. Значит, и он кому-то предлагал за 160 тысяч долларов стать депутатом, ну, я так понимаю, на следующих выборах. И кто-то, видимо, ему эти деньги принес. 60 тысяч это вроде как на партию, 100 тысяч за место депутатское, а он партия «Гарант», ну, такой оратор выступает. Ну, тоже понятно. Его прям обвинили в пророссийских нарративах, коррупции, и, ну, как бы взяло. СБУ приняли. Посмотрим, посадят или нет, потому что ни выборов, ни регистрации этой партии, нигде. То есть, да, ее нет. Это все, это продавцы воздуха. Но только кто-то открывает рот в сторону того, что он может побороться за власть. Все. А тут мы видим завтра целый Майдан. Скажите, вот есть синхронизация между услышанным хриплым голоском на пленках НАБУ и вот этим движением? Это будет единоразовая акция, показать, что это пшик и ничего, или это будет серия, как в прошлый раз? Я думаю, по тому, как она пройдет, мы увидим. Но я так понимаю, что все-таки крыша, покрышка у вот этой антикоррупционной активистки имеется. Ну, ибо, ну, с Токаревым абсолютно верно привели пример. Правда, другой момент, что, конечно, ну, Токарь, судя по всему, человек альтернативно одаренный, поскольку надо быть абсолютно отстраненным от реальности, чтобы не понимать, что ну, с таким предложением, тем более, что есть специфический негативный интерес спецслужб в отношении персоны Токаря, который работал все время со Ставицким, потому что не понимают, что к тебе пришел провокатор. Вот. Но, тем не менее, что-то там срослось, ему там 6 миллионов залога. Ну, знаете, обычно иногда людей безальтернативно отправляют в СИЗО за посты в Телеграм.
там, ну, сколько угодно можно найти примеров. А тут, ну, я думаю, это, скорее всего, так вот воспитывают, не показывают на примере Токаря. Но гарант это, из политических фриков, это не показатель. Как пройдет завтра акция, мы увидим, что там. Но поиграть вот этим перспективой того, что, как говорится, не будете как говорится, идти на компромисс, не будете нас слушаться, устроим Майдан. От Майдана. Вот этот жупел Майдана, он никуда не исчез из украинской политики, но отнюдь не только Майдан. Да, можно сколько угодно упираться, можно сколько угодно использовать рычаги спецслужб для подавления недовольства и протеста, но, знаете, Януковича тоже казалось все отхвачено. То есть особо методы были отнюдь не щепетильны, но тем не менее в какой-то момент система сломалась. Всегда любая власть начинает рушиться изнутри. Посмотрим, какие процессы пойдут в среде слуг. Ведь, судя по всему, отсюда вытекали серые конверты, которые шли на прокорм, на обеспечение функционирования депутатского, президентского большинства в Верховной Раде. Ну, знаете, как в свадьбе Малиновки. Ну, что это за атаман без козы? Ну, а в нынешних условиях найти альтернативные варианты, тем более под пристальным оком НАБУ, будет очень сложно. То есть будут проблемы и большие проблемы. И того, как сейчас буквально неделя-две, и пазл сложится. Туда все. Все-таки, если мы говорим о деньгах, без западных денег Украина не протянет, это уже очевидно. Опять выходят в западной прессе материалы, сколько это будет. Апрель Да. или раньше, как бы все схлопнется и свернется. Но тут вот возникает очень интересная дилемма. Вот, например, Reuters, вот самая свежая, да, приводит слова премьера, вице-премьера Италии, премьер Мелони, а вице-премьер, это Маттео Сальвини, говорит, что мне кажется, что возникают коррупционные скандалы, в которых замешано украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции. Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, что происходит то, что последние часы происходит, включая продвижение российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, в первую очередь Украины, прекратить войну. Может ли вот эта вся скандальная история вкупе с отрицательным продвижением для ВСУ на фронте, а оно правда отрицательно, то есть мы видим, можно, конечно, там смеяться над Безуглой, у нас ей тоже сегодня пикировка была, как бы так интересно было. Ну, можно с ней, ну, там, она сегодня назвала обстрел Киева, ну, такой, знаете, ну, в общем, говорит, хорошо будет с ПВО в Киеве, все будет отлично, да, ну, а в общем, так сказать, не очень удачным назвала этот обстрел россиян, мол, смотрите, классно мы отбились. Стандартная практика, особенно когда 6 погибших, люди страдают, дома просто покрушились от обломков. Зеленский пиарится на посольстве Азербайджана, Безуглая говорит, классно, мы как хорошо отбились, а люди смотрят по сторонам и понимают, что им нельзя оставаться в Киеве. То есть уехать нельзя, остаться нельзя. Короче, просто какой-то ужас. И удары были по теплосетям. Ну, она говорит, что все хорошо. И она же говорит, что гуляй-поле уже потеряли. Ну, то есть фактически окружат и, в общем-то... Почти. Те же самые ошибки, тот же самый метод. В купе Да. это может привести к тому, что действительно вот эти европейские партнеры, которые как бы должны нас поддержать, скажут: Зеленский, сворачивайся. А Умеров, правда, поездит по Катару, попроверяет счета в банках залива, вернется и возобновят Стамбул-2, пойдут на какие-то условия России и запустят мирный трек. Ну, видимо, вот, учитывая, ну, помните, прошла информация о том, что посол США при НАТО и визит не очень-то и освещался, как-то тихо прошел. Злые языки говорят, что он привез такое требование в течение 2 месяцев
прийти к переговорам, к прямым переговорам. Ну, может быть, на это имел в виду Равен Днепропетровской синагоги Шмуль Каменецкий, который говорил 15 января. Ну, как-то мне в это верится с трудом. Видимо, куда-то в этом направлении нагибают ситуацию. Ибо Соединенные Штаты, команда Трампа заинтересована, чтобы эти переговоры состоялись, чтобы война была остановлена. Но что касается друзей-глобалистов, то есть большой европейской тройки, ну, на этой же неделе вроде бы там по 6 миллиардов отписали Украине. Плюс вот этот общак на закупку оружия, Пурум, где 1,5 месяца, вот как скинулись, там 2 миллиарда и ничего не увеличилось. Вот буквально на этой неделе еще 500 миллионов туда, и плюс еще какую-то там 50 или 100 миллионов евро скинула Финляндия. То есть это создаст проблемы, но не остановит. И, похоже, невзирая на вот эти коррупционные разоблачения, пока будут что-то пытаться придумать. Придумают ли? Это другой вопрос. Это мы увидим в декабре. У меня на этот счет тоже большие сомнения. Не то, что будут до последнего. Какие будут кричащие факты? Да, говорят о том, что то, что вывалили, это лишь 1%. Но я думаю, что финансирование Киева это не остановит. С проблемами. Да, Орбан сегодня же вкупе с Сальвини, то есть, ну, в унисон, кому мы даем деньги. Но все-таки музыку в Брюсселе заказывают не Сальвини и не он. Ждете ли вы хоть слово, хоть полслова от Трампа? Какое-то вообще молчание. Ну, вот такое. Ничего не. Почему? Ну, у него он после окончания шатдауна 42 дня такие договорились вот после того, как Трамп обещал $2000 на каждому американцу, вот тарифов такие, договорились. Хотя левая часть демократов, она недовольна, она считает, что это какая-то гнилая сделка, но тем не менее Трамп теперь снова развернулся в сторону внешней политики. Мы видим, начали события вокруг Венесуэлы. Хексет сегодня заявил о начале операции «Южное копье». Ну, то, что мы говорили 2 недели назад, такие решимости. Я думаю, что Трамп в отношении Киева будет хранить молчание. Может быть, Венс пройдется в очередной раз, но Трамп, я думаю, не царское это дело. Что-то мелкое воровство по американским меркам. Нет, мелкая не мелкая, но погодите, здесь же все очевидно. Пока Европа будет метаться и дискутировать, ну там давать деньги, не давать, будут выделять то, что уже решили. Сейчас же вообще вовсю эта тема с репарационным кредитом и так далее. Все четко увидели. Понимаете, в чем вот это вот мы ходим вокруг да около, но все четко увидели, что это как в бездонную бочку. Эти деньги ты суешь. Зеленский сейчас как бы уматывает на очередной там вот этот тур свой в Грецию отправляется. В понедельник его ждет Макрон у себя. Это ведь тоже об этом. И это на фоне вот такого крупного факапа, тяжелейшего скандала. То есть это... Тяжелейший скандал, но финансирование не перекроют. Мое мнение. Ну, да, это сукинцы, но это наш. Я так пошутил у себя в телеграм-канале, да, о том, что, ну вот, представлена обложка, мир, да, перед 26-м годом, как всегда традиционно, и, ну, у журнала Economist их считают пророческими в обложке, вот это все, но очень и очень многие обратили внимание вообще, да, с чем мы столкнемся. Ну, там многие увидели продолжение войн, эскалацию, Трамп и так далее. В общем, такой момент. Но понятно, что все обращают внимание конкретно
на тот момент, что касается Украины. Это вот Зеленский почему-то с биноклем, к нему плывут какие-то корабли с какими-то дарами, там танки рядом, в общем, деньги, таблетки. В общем, такой какой-то очень специфический образ. Как прокомментируете, на что нам, как это, Ротшильды, да, они же вроде как заведуют, к чему они нас Да. готовят? Не, ну, похоже, вне зависимости от обложку надо смотреть очень внимательно, так визуально, как говорится, со слов, ну, бинокль. Вот. Может быть, ищет куда приткнуться после того, как поставит пост президент. На какой остров, на какую там свалить после всего этого. Но Ротшильды готовят к тому, что должна произойти пересменка. Вот. Вот. Туда все это идет. Ну, тут, Одну фигуру дискредитировавшую, ну, перебравшую уже с погрома негатива, ну, очевидно, пришла пора менять. Как это? Я думаю, что попытаются все это сделать бархатно, без больших политических потрясений, думаю, без Майдана. Вот, рабочий сценарий в этой ситуации, поскольку война продолжается. И да, мы отвлеклись на этот коррупционный скандал, который потряс Украину и не только. Но бои продолжаются, и да, действительно, неделю назад в Запорожье очень нехорошо, в Запорожской области крайне тревожная ситуация. Да, там противник на расстоянии буквально там 15 километров от городской черты Запорожья, плюс обходит гуляй-поле, и его падение, там, пессимисты говорят, что до конца ноября придется оставить. Вот, ну, и даже если взглянуть на расстояние, то в марте 22 года русские стояли на Ирпене, пытались форсировать Ирпень, и до Оболони было расстояние немножко больше, чем сегодня расстояние до Запорожья. Штука 15 километров. Для дронов это ничего. Ну, а это крупнейший промышленный и логистический узел. Понятно, что потерять, ну, что ситуация, когда областной центр обкладывают, ну, я думаю, МОП штурмовать не будут, но могут буквально обложить со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и политическими. Поэтому на фронте все, и история с Покровском и Мирноградом еще не закончилась. Чем она закончится? Очередным экстракшеном с Мирноградом. Ну, там пока дело. Приходят какие-то интересные и специфические новости, да, то, что по информации определенных источников средств массовой информации, секретарю Умерову во время его официального визита в Турцию четко дали понять, что переговоры с россиянами должны состояться не позже 3 декабря. Конкретно по информации источника, турки передали через Умерова следующую информацию. Переговоры должны быть не позже 3 числа. Уточнены российские требования по поводу будущего мирного договора будут предоставлены Украине 17 ноября. А встречные предложения Украины должны быть предоставлены не позже конца следующей недели. Еще неделю дают на согласование и уточнение позиций, и уже 3 числа стороны должны сесть за стол переговоров и сделать первое объявление о достигнутых договоренностях. Информация, конечно, с маркировкой «сенсация». Да, да, ну пазл складывается. Тогда пазл складывается. Какой Визит, пазл? То есть Умеров не убегал от Миндича. Ну, от дела Миндича. посмотрим, пусть вернется сначала. А вот что касается переговоров и позиции Белого дома, финализируем. Сворачивайтесь. По-моему, все совершенно очевидно. И, видимо, такие у Равина очень, да, есть информированные инсайдеры в Вашингтоне. Ну, 3 декабря
там меньше месяца. Буквально. Посмотрим. Но погодите, а на какой тогда, на каких условиях тогда будут эти переговоры и что Ну, за обмены я уже свежими говорю, да. условиями? Давайте подумаем, исходя из того, что вы Ну, сказали выше по ситуации на земле. ну, хороших почетных условий для Украины точно не предложат. Я об этом не раз говорил, что тут тот момент, когда можно было, скажем так, выйти с высокоподнятой головой, там мы проскочили в 22-м, в начале 23-го года. Вот. А условия будут, я думаю, тяжелыми для Украины. Ну, предварительно, конечно, в этом сообщении значится, что эти тайминги, они согласованы с Россией и США. Ну, то есть Украину вот Да, поставили перед фактом и да. коррупционный скандал, и самое интересное, вот эта пауза перед опубличиванием голоса Зеленского нам говорит о многом. Получается, что это Трамп играет. Ну, получается, да. Но логика очень простая. Если ты не за столом, то ты на столе. Ну, войдет в историю Владимир Александрович как гетьман по-украински. Ну а вообще готова сейчас Украина к миру, как вы видите? Или к каким-то договоренностям? Смотрите, у нас, как это, Зрадомедр вообще зашкаливает. Завтра посмотрим, какой будет Майдан, который собирают антикоррупционеры. Там в любом случае выйдут с картонками, скажут «Зелю геть», вот это все, пошли вон, всех там давайте. Коррупция, эти Миндичи, Фламиндичи будут шутить. Там же все как на подбор, все как это, представители этногруппы, да, все с носами, Да. все... В общем, оставили люди с носами, оставили Украину с носом, и все это обратили внимание. Получается, что власть-то вообще не украинская, да? Да, ну, об этом только ленивый не говорил, но правда, многие вот в Днепре вспоминают папу Миндича, говорят, ну, был такой человек продвинутый еще в советском бизнесе. Цеховики, ну, такая среда, где генетически передается умение делать деньги. Ну, а мама, которая эмигрировала, но она заведовала самым кошерным салоном красоты в Днепре на улице Кармалинных, где все дамы обслуживались, дамы света и полусвета Днепра, ну, из уважаемой семьи, что тут сказать. Ну, а в большой бизнес привел Игорь Валерьевич. Ну, и понятно, что доверенное лицо, как там ходят слухи, что там якобы напряглись отношения, но марку Игорь Валерьевич держит в отношении Минича. То есть без каких-то предъяв. Другое интересно, вот, там же тикают часики по решению лондонского суда, и многие те, кто играют с криптовалютами, заметили, что идет так, на Binance, там все покраснело, идет слив крипты. Может быть, Боголюбов решил закрыть вопрос, выплатить Приватбанку, ну, как знать, но вот это вот тоже интригует. Учитывая его тесную связь с НАБУ, ну, ведь когда Боголюбов выезжал из страны, как-то по странному стечению обстоятельств в соседнем купе сидели сотрудники НАБУ. Видимо, чтобы белый олигарх, с подставными документами на другое лицо выезжал из страны, чтобы не случилась какая-то оказия. Но Боголюбов благополучно выехал из Украины и сейчас, видимо, чувствует себя более-менее свободно. Каких-то громких обвинений не слышим. Но выплатят вот эти 3 миллиарда Приватбанку. Узнаем в ближайшее время. Там срок, по-моему, до третьей декады ноября буквально. Нет, ну, смотрите, я все-таки закончу линию. То есть тут будет, конечно, зраду, будут все качать. И тут мы видим, что если это правда, вот то, что сообщили источники, то, что передали через турок Умерову со стороны России и США, то есть это, в принципе, мы можем четко озаглавить одним предложением. Трамп выполняет
Анкоридж. А чтобы были более сговорчивее, ну, вот это вся чехарда. И сейчас там расшаркиваются перед послом, ну, да, временной поверенной. Сейчас там Стефанишина говорит: ой, конгрессмены, сенаторы, Зеленский, мы сейчас всем им все рассказываем, смотрите, как он борется с коррупцией, какой он молодец. То есть это все тогда очень хороший фон. Но хороший фон для американцев, а внутри Украины похабный мир выльется в еще большую зраду. А тут на низком старте уже Валерий Федорович Залужный, Тимошенко съезд провела, представляете? И все такие в новых свежих образах. Залужный вообще свежачок такой, красавец, Дэнди лондонский. Юля с сердечком белым на красной груди своего свитера. То есть там рядом военный, все, и все так о народе думают, и картинка такая, то есть кто-то готовится влезть на броневичок, в том числе и этого Майдана. Естественно, будет Майдан, подгонят трактор. Петр Алексеевич помнит, как он с него выпрыгнул. Ведь когда начинался Майдан, рейтинг Петра Порошенко был, если не изменяет память, в ноябре 2013 года где-то на уровне 6 или 7% президентский рейтинг. А уже в мае месяце практически социология показывала победу в первом туре. Но между этими событиями, между этими замерами была еще небезызвестная Венская сделка, которая открыла ему дорогу. И вспоминая о фигурантах, ну, то интересно, там, что пропал с радаров Сергей Левочкин, один из немногих в украинской политике, который способен делать многоходовочки. Ну, практически вот это единственное заявление Кличко о том, что надо снизить мобилизационный возраст. Ну, это, например, мясокомбинат «Я» готов. Поэтому нетрудно предположить, что кто составит компанию Валерию Залужному. Но, опять же, одно дело в условиях войны железный генерал, другое дело, если война остановится, там и более не менее, если будет хотя бы видимость конкуренции, политической конкуренции, относительно свободы информационного поля, то мы можем очень много интересного и о Залужном. То, как он готовился к войне, почему белорусская граница была не прикрыта, почему Чонгар, там ближайшая бригада была за 80 километров от Чонгара, и там бойцам ценой своей жизни приходилось взрывать мосты под Генич. То есть очень много вопросов и к главкому. Поэтому для Залужного, да, у него наибольшие шансы, но ничего еще не гарантирует. А вот, да, если начинаются такие переговоры, это окончательно. Ну, подписать и уйти, или предложить это сделать кому-то другому, там, новому спикеру Верховной Рады, либо я говорил о том, что начнутся трудности, проблемы с депутатским корпусом, то есть начнут потихонечку отгребать, искать собственную политическую перспективу, и может сложиться совершенно иной формат большинства, и уже под это какая-то другая потребуется фигура спикера, не Тихончук отнюдь. Ну, вот только вопрос, кто будет подписывать вот этот пресловутый похабный мир. Да простят зрители, многократно повторяем, но еще раз, хорошего мира на хороших, приемлемых условиях. Есть еще такая версия, но она такая специфическая, я хотел бы с вами обсудить. Это опять-таки ну, в общем, разных изданий источники. Понятно, они их не называют, потому что это нынче опасно подобное что-то называть. Но они, в общем, говорят, что, значит, причем источники в Кабмине. Это очень интересно, потому что, ну давайте откровенно, удар ошеломительный по Кабмину, и там люди все на измене. Мы помним, как первые пленки опубликовали, как депутаты в чатах переписывались, так, а что, нас сливают, мы вообще уже, ну, то есть никто... И они очень стараются быть полезными, то есть сливают всякие свои где-то домыслы, а где-то информацию, которую знают и слышали, разным медиа, ну, чтобы оставаться как-то на каком-то...
На стороне света, да. Ну и где-то себя Да, вот, вот. обезопасить, где-то... То есть это там целая палитра. Вы как профессионал в курсе, что движет этими людьми, когда они сливают какие-то слухи или какие-то инсайды, вот эти политики. Так вот, есть инсайд о том, что вот этот скандал с пленками НАБУ, пленками Миндича, Ермак будут максимально будет использовать. Значит, Ермак хочет использовать эту ситуацию и не только Кабмин там переформатировать, но увеличить влияние там на Зеленского. И с началом скандала вокруг публикаций якобы есть сетка телеграм-каналов Офиса и других СМИ, которая как бы занималась не отпиливанием репутации Зеленского конкретно, а прямая команда была вообще и тени не отбрасывать на Ермака. То есть абсолютно запрет на любую критику. Значит, этот источник говорит, что, значит, всем местным облгосадминистрациям офис дал задание создать вот эти советы ветеранов при администрации, чтобы они как бы запустили вот этот проект военных политический к марту следующего года. А сам Ермак по его, ну, в общем, по своим каким-то, по этим задумкам, по этим домыслам, возможно, действительно инсайдам, хочет или премьером стать, или исполняющим обязанности президента, или кандидатом в президенты. Ну, кандидатом в президенты он, Ермак, не избираем. Премьером он может попытаться. Но, знаете, вот создание вот этого проекта под волонтеров военных, ну, это из серии административно-штабного самообмана. Вот так на коленке это не делается. Если, будет очередное, помните, была такая «За еду», вот такой мертворожденный, до этого было НДП, ну, как все быстро сдулось. Пока в этом есть ресурсы, пока есть информационная поддержка, но как там, хромая еще что-то из себя представляет. Как только это исчезает, оно моментально падает. Поэтому на бегу такие проекты, ну, если под выборы, допустим, если брать с прицелом на осень следующего года, то такие проекты не будут. То есть, смотрите, ну Ермак же он просто так не уйдет. Не уйдет. Вот посмотрим, мы же еще только 1%. Что будет выброшено в следующий ход. И что-то мне подсказывает, что, кажется, не обляпаться Андрею Борисовичу в этой ситуации будет тоже крайне сложно. Да, пока вот эта информационная работа, она заметна. Да, никакого и молчания Ермака на протяжении практически недели. Многозначительно. Но выйти сухим из воды, вот этой грязной воды, не получится. Да, друзья, доголосовывайте, пожалуйста, в нашем сегодняшнем опросе. Я еще одну тему хотел, ну, в общем, зацепить. Она очень важная, и она такая глобальная, обширная. Значит, передают это вот прямо сейчас свежая новость, свежак, как говорится, от CNN. Значит, министр энергетики США Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности Брэндон Уильямс и разные должностные лица из Национальной лаборатории США встречаются с представителями Белого дома и Совета нацбезопасности и утверждают, что нельзя, внимание, это очень важно, нельзя возобновлять испытания ядерного оружия. Опять ссылки на источники, понятно, CNN, у них не такие источники, как, например, там, как в предыдущий раз, да, но тем не менее. Значит, ядерные взрывы будет проводить нецелесообразно, они говорят, а Трамп настаивает якобы, да, чтобы это было вот в равной степени. Например, Путин бахнет по новой земле ядерным зарядом. Ну, то есть посмотрят все гриб, посмотрят все на безопасном расстоянии, как это все выглядит с космоса там и вообще. Как бы, ну, а Трамп тоже хочет так же, а его все отговаривают. А он говорит, нет. Вот эта ядерная гонка и вот это ядерное противостояние, как вам кажется, ну, это вот к чему нас приведет вообще этот мир? Насколько вот будут гоняться вот таким образом, и увидим ли мы ядерные взрывы в новостейных лентах?
пускай и учебное. Я думаю, с высокой степенью вероятности, что мы увидим. Другое дело, там, ну, там могут быть весьма специфические технические моменты, которые заставляют специалистов идти и отговаривать Трампа от такой идеи. Но Трамп, похоже, тоже делает ставку на демонстрацию мускулов, что мы в силе и так далее. Поэтому, скорее всего, ну, если не услышим, то увидим на экранах демонстрацию того, что ядерная дубина есть как у Кремля, так и у Белого дома. Это совершенно определенно. Другое дело, что все-таки питаю надежды, что по вот этому договору о различении стратегических вооружений такие стороны договорятся, и все-таки это не перейдет, не начнется этап новой гонки ядерных вооружений, то есть, чтобы все, дай бог, чтобы все ограничилось 1500 боеголовок, но, к сожалению, мир в будущем он точно не будет спокойным и безопасным. Мы вступаем в такой период глобальной турбулентности. Естественно, все, и не только в США и России, та же Турция стремится сказать, что ну, кто бы мог подумать еще там, 30 лет тому назад, что турки будут там, заниматься программами создания своих боевых самолетов, бронетехники, то, чего, как говорится, трудно было ожидать от Турции, которая покупала советский хлам, ВДР, те же бронетранспортеры, там стрелковое орудие по дешевке, но все изменилось. Да, друзья, итак, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Исходя из опубликованного НАБУ, как вы думаете, какое отношение имел Зеленский к махинациям Миндича? 1% не знал и не участвовал. 2% знал, но не участвовал. 13%. Какая разница? Запад же деньги дает. Вот сейчас там даже вышел этот, кто там, Расмуссен, да? Да, в общем, говорит, надо давать. Надо давать. Да. Нет, простите, Столтенберг вышел, говорит, надо давать Украине деньги, надо давать. Вот нельзя не давать. В общем, деньги дают. 83% считают, что и знал, и участвовал, и даже руководил. Спасибо большое, что проголосовали. Как вы предсказывали. Да, я думаю, будет больше все-таки. Ну, видимо, есть люди, у которых альтернативная позиция, но позиция европейцев, например, этого же Расмуссена, они очень прогнозируют свои действия и поступки. И даже если тут будут еще более кричащие факты коррупции, в том числе мы услышим голос президента, их это не остановит. Так, значит, теперь переходим к вашим вопросам. Поехали сначала из закрытого клуба, потом те, которые оставляли заранее, и потом подключим чат трансляции. Значит, Алла спрашивает. Здравствуйте, Андрей. Вопрос к вам, человеку взрослому. Вы образование явно получили еще при СССР. Тут как бы и уровень знаний, и, простите, возраст на это указывает. То есть, в свое время, в осознанном возрасте успели пожить при русских. Так почему же именно люди вашего поколения так сильно против Москвы? В смысле, жить как Крым? Явно же не так плохо вам жилось при столице в Москве. Ладно, молодым рассказали про ужасы СССР, но ваше-то поколение явно от Сталина не страдало. Спасибо за ответ. Ни в коем случае не хочу вас обидеть, просто интересно. Ну, знаете, мы жили не при русских, при советских. Вот, и как бы там ни было, это поколение тех, кто родился в 60-е годы, советские люди. Это уже русский, украинец, это появилось позже, но все равно пятая графа в советском паспорте, работала только в отношении одной нации. Остальное, особой, как говорится, особой разницы нет. Вопрос в другом. Конечно, да, мне режет ухо, когда там молодежь, которая там еще сперматозоиде не было в 91 году, к моменту распада СССР, рассказывает про ужасы жизни в Совке. Вот, конечно, остается только руками развести. Но это ее целенаправленная политика, естественно, стирание всего, что было связано с Советским Союзом, при этом пользуясь инфраструктурой и благами, ведь никто
из тех деколонизаторов, борцов с темным советским прошлым, не хлопнул дверью квартиры, которые получили от родителей и бабушек и дедушек, там, Сталинки. Ну, никто из олигархов не отказался от тех промышленных объектов, которые были построены во времена СССР. Но зато памятники валим, таблички перевешиваем, там, боремся с деколонизируемся, так сказать. Ну, это все приводит к тому, что Украина превращается в страну 5D. Декоммунизация, дерусификация, деиндустриализация, как и то, дебилизация. Увы, но это тренд, который привнесен, который вне зависимости от политической конъюнктуры, ведь трудно было это предполагать, что Зеленский продолжит курс Петра Алексеевича, но тем не менее это произошло. Под чьим влиянием, то есть кто, как говорится, диктовал вот эту партитуру, но тем не менее это мы. Чат трансляции еще повремените с вопросами, пожалуйста. Давайте из сообщества YouTube. Петр спрашивает. Андрей Владимирович, неужели кто-то еще верит в белого бычка независимости НАБУ? Разве могут все эти пленки появиться у кого-либо без участия спецслужб и посольств определенных стран? И мы даже знаем, каких. Естественно, вот я не верю. Я изначально был крайне критично настроен по отношению к так называемой антикоррупционной вертикали, поскольку возникает вопрос, а где здесь я? Ведь, ну, как на нашей жизни, на моей жизни, у вас, других, отразится деятельность НАБУ? А никак. Это инструмент, прежде всего, такого давления и контроля со стороны наших партнеров, которые устали разбираться в хитросплетениях украинского бизнеса и политики. Им нужен был такой силовой инструмент. Вот выстроили такую антикоррупционную вертикаль. И понятно, да. Но есть люди, которые свято верят. Вот вы говорили про картонный Майдан. Я прекрасно помню, когда там тоже молодая девчина лет 18-19 рассказывала о том, что она 10 лет наблюдает за деятельностью НАБУ. Вот, с 15 года. Ну, представьте себе 6-летнего там, или 8-летнего ребенка, который наблюдает за деятельностью НАБУ. Ну, как-то в этом возрасте, как правило, у детей иные интересы и проблемы. Ну, тем более по прекрасной половине. Но, тем не менее, это такая туфта вешается, и часть людей в это свято верит. Потому что НАБУ создан для того, чтобы искоренить коррупцию. Но у нас не понимают одного, том, что в Украине не борются с коррупцией, коррупцию упорядочивают. А если протестуют против коррупции, то против своего неучастия в коррупции. И это мы многократно на этом убеждали. Все идут на выборы с лозунгами «покончим с коррупцией», но как только дорываются до корыта, они тут же начинают пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет должность, в том числе и коррупционные. Продолжаем. Здравствуйте. Такой вопрос. Почему никто не говорит, что будет с ухылянтами и СЗЧ в нашей стране? Сам после 2 раз в бусе сижу дома. И после инициатив наших депутатов, как вы думаете, будут встречать Россию в том же Харькове? Как, да, вы думаете, будут встречать Россию в том же Харькове? Я из Харькова и живу на Северной, и очень много видел в начале войны. Ну, в том числе и прилеты, в том числе и Северная Салтовка, ну, наиболее пострадавший район Харькова. Ну, и есть и пример Одессы, где, по-моему, губернатор и новоназначенный градоначальник, неизбранные действительно, делают все, чтобы побольше ждал Путина. Вот. Ну, и в Харькове я знаю, что есть довольно много людей, которые, скажем, имеют совершенно иную от генеральной линии партии и правительства точку зрения на то, что на войну, на то, что происходит. Но, увы, такова жизнь. И пока, во всяком случае, вот дважды в бусике, ну, это можно орден давать, поскольку
Ну, Это точно. дважды выскочить из бусика, но это надо быть очень, скажем так, неординарным человеком. Правило. Те, кто, как говорится, попал, если не нашлось сразу изначально на старте, там 500 тысяч долларов решить вопрос на месте, дальше это все перерастает в какие-то абсолютно конские суммы. Вот. Но по ухилянтам, я думаю, в конце концов, если война будет остановлена, амнистируют, ну, 300 тысяч уголовных дел. У нас, даже если начнем строить лагеря с колючей проволокой, мест все равно не хватит. Ну, правоохранительная система банально не потянет. Такой вопрос. Да. Саша, очень прошу задать в гостю. Банковая слила запись переговоров Ахметова и Порошенко для чего? Если запись настоящая, получается это война до конца, так как элиты боятся потерять все. Почему Ахметов в итоге кинул Россию? Ваше мнение интересно по поводу этой аудиозаписи. Знаете, ну, что касается кто кого кинул, у нас нет никаких сентиментов ни по отношению к у наших олигархов, ни по отношению к Москве, ни по отношению к Киеву. Это патриоты своего кармана. Если им это выгодно, они, говорится, и маму родную кинут. Вот. Ну, такие там нравы. А вот что касается аудиозаписи, ну, возможно, это дело в том, что сейчас пытаются, вот, в том числе из элементов антикриза, выстроить такую линию, в том, что Соросята едва ли не договорились с россиянами, с Соловьевым, с Скобеевой, и гнут одну линию, валят нашего президента, который вот только и думает, как побороть коррупцию, как победить в войне и так далее. То есть, ну, даже Корчинский отметился, что он никогда не воюет с властью, тем более, что во время войны валить власть, это там зло и так далее. Но линия совершенно очевидна. То есть, естественно, будут пытаться создать, плести такую, выбрасывать такую версию, что это там такой глобальный заговор. И приплетут, я думаю, и Вашингтон, и Белый дом, и Кремль, и мировую закулису, все против бедного Владимира. Ну, а по ходу еще и выбрасывается масса таких инверсий, чтобы не смотрели наверх. Ну, вот сегодня кинули про то, что якобы это смерть Балашова, это мистификация, но это уже за гранью добра и зла. Так, но тем не менее А кто, подождите, пошло. бросили и такое? Просто, ну... Да, ну Филимоненко озвучил. О, господи, ну это так, это тот еще Ну, деятель. тем не менее, да. Там Басейчук, говорят, минут 10 рассказывает, вбивался. Объяснял, что есть, ну, что такое хорошо, что такое плохо. Ой, боже мой, ну это, конечно, такое. Да, это... Вот поэтому нужно отличать, конечно, там что-то реальное, какое-то реальное трезвое рассуждение от каких-то... Ну, Ну, смотрите, это школа все-таки. Вот, нет, смотрите, вот есть многое, можно многое там простить. Даже во время войны мы стали настолько, у нас такой болевой порог, и, ну, вот это вот, как это, красные линии добра, зла, они настолько далеко стали, что мы там... Ну, расчеловечиваем врага, например, да, русские расчеловечивают украинцев, украинцы русских. Понятно почему. Потому что идет жесточайшее Рубилово, и так вроде... Ну, это можно найти объяснение. Но когда ты реально, как бы, человека трясешь там его, это тонкое тело, это душу, которая вознеслась, да, вот там, на том свете, и начинаешь, ну, это, конечно, уже просто перебор. И тут многие, знаете, вот включаются с этими комментариями, вот, там, политикан, вот такой популист, негодяй, аферист, такой-сякой, Балашов умер. Слушайте, ну умер, там, Царство Небесное, скажите по-христиански, как все. Как бы кто к нему не относился. Ну зачем гадить на могилу? Зачем подходить и мочиться на крышку гроба? Это вообще просто какое-то изуверство. Ну, кстати, вот ведь очень многие те нынешние причастные политтехнологи, они же тоже выходцы из уличного телевидения, питомцы Тимы и Димы, известных методологов.
Сергейцева и Куликова. У них же как? Реальности нет, реальность конструируют. Вот. И вот они и конструируют такую реальность, где никаких моральных норм и этики не существует. Поэтому ничего удивительного в этой истории. То есть они на это смотрят как такую на попытку переключить внимание с негативной, крайне негативной для офиса, для власти темы на какие-то вот Нет, душераздирающие ну понятно, истории. что это негативное. Смотрите, за его актив он богатый человек был, Балашов, его охотились капитально, у него там перекрыто, у него там здания и помещения, офисы, ну, в общем, квадратные метры, короче, в правительственном квартале. А там все перекрыли, и там, ну, в общем, отжимали периодически. Там весь самый жир, самый сок, понятное дело, да. И у него действительно очень серьезно, как бы он когда ввели санкции, он серьезно прям Да. подстал, он прям переживал по этому поводу. Поэтому Не его... трудно. У него такой бизнес, который был крайне уязвим к такого рода действиям. То есть я прекрасно представляю, что у него в какой-то момент он оказался без ничего. То есть, когда, да, у тебя есть квадратные метры, золотые квадратные метры, но ты даже не можешь оплатить коммуналку за эти квадратные метры в Украине. Непонятно, какие чувства испытывал Геннадий. Ну, земля пухом, царствие небесное, все-таки знал его с 92 года. Значит, Андрей, спрашивает зритель, все как с гуся вода Зеленскому, что явно показывает на то, что пока по внешним силам он нужен. Ничто не свергнет власть Зеленского. Сама страна не способна ни на что, кроме роптания. Вопрос, сколько еще можно продолжать политику камикадзе нации? Или это месть евреев-хасидов за зверство во Второй мировой украинских коллаборантов? Ну, тут можно, конечно, вспомнить и Калиевщину, и Хмельниччину. Там, тем более, что в Израиле в учебниках истории там вполне однозначная оценка этим событиям. Львовский погром. Ну и да, у нас многие уже так. Знаете, один из знаковых, очень известных в украинской политике фигур, тоже лицо библейской национальности, говорил о том, что вот, если у Зеленского не получится, то все может закончиться погромами. Ну, не дай бог. То есть, ну, это уж 100 лет назад тоже и погромы были, но чем все это закончилось для Украины? Ну, созданием ОСС. Вот, не хотелось бы дважды на одни и те же грабли наступить. Поэтому, хотя многие качают вот эту версию о том, что, дескать, то, что происходит сейчас, это народу без земли, землю без народа, но как-то все-таки верится с трудом. А то, что Зеленского как с гуся вода, ну, знаете, все, ну, любая власть считает себя вечной. Не-не-не, И вот эта хочет... история вот с этими... Да, Смотрите, вот, да, да, ее сейчас да. будут гасить как могут. Ее уже гасят как могут. Там Но даже, смотрите, какой хороший Зеленский. Он сегодня подписал законы, где 50 тысяч с 1 января, если женщина родит, украинка, украинца, да, то ей выплатят. Там еще целая пакунка малюка, всякие там вот эти выплаты. То есть... Александр, ну вот у вас нет сейчас возможности зайти вот в обычный магазинчик и послушать, что там обсуждают продавщицы со своими товарками. Ну, точно не вот эти пакунки малюка, то есть, простите за оксюморон, с фамилией главы СБУ. И точно не вот эти 50 тысяч. А обсуждают то, что накрались. Потому что там идет дальше обсценная лексика в отношении первых лиц страны. Вот это в сухом остатке остается. И отмыться, ну, при всей изощренности и профессионализме тех, кто, как говорится, работает с Банковой, не получится. То есть, есть вещи, через которые, ну, при всем желании перепройти нельзя. А что касается власти, то, знаете, как на конце все пройдет, и это тоже.
Виталий спрашивает. Добрый вечер, Александр Владимирович. Вопрос. У меня стойкое ощущение, что задаю риторический вопрос, но все-таки попытаю удачу. В нынешней Украине не путать с банковой, простые украинцы, не путать с профессиональными, в обозримом будущем смогут реально выбирать будущее для страны или нет? Ведь давайте на чистоту. Мнением простых людей власть придержащая не интересуется. Людям объясняют, что они должны думать. Выборы, если и будут, то без выбора. Успешный Майдан возможен только при согласовании со стороной, которая потом будет разбираться с кредиторами Украины. А таких дураков нет. Прошу ответить максимально оптимистично на эти мысли. Заранее спасибо. Ну, я уже говорил относительно того, что кто Майдан заказывает, тот его и танцует. Вот это раз. Два, это то, что украинский народ, ну, тем более, знаете, у нас же думают не головой, а у нас думают телевизором. То есть людям формируют выбор, формируют искусственную альтернативу, и поэтому от рядовых украинцев зависит здесь совсем немного. И мнение, знаете, во время одной из мнением электората можно пренебречь. Как-то так получается. Вот, и, естественно, когда мы видим такую социологию, что 60% на войну до победного конца, ну, вот, приводили пример с, с японской журналисткой, которая столкнулась с тем, что в Киеве за 2 недели она не смогла найти тех, кто одобряет деятельность президента. Ее это страшно удивило. А ведь по социологии, она отталкивалась от социологии, там, уровень поддержки запредельный. А в реальной жизни столкнулась совершенно другим. Поэтому я думаю, что как в 2014 году украинцев подвели к такому выбору. Ведь в ноябре 2015 года никто не предполагал, что Порошенко станет президентом. Да, ну, рейтинги указывали там. Кличко, возможно, имел наибольшие шансы на тот момент из лидеров оппозиции. Ну, и некоторые вспоминали Юлию Владимировну, которая тогда томилась в Качановской колонии, что вот если Майдан победит, она вернется и победит. Но победил Порошенко. А эта победа ковалась в одном из венских отелей. То есть, когда страну расписали там на троих. Да, значит, друзья, давайте еще вот вопросец из... Ну, в принципе, об этом говорили, но интересно формулирует Людмила. И потом к чату трансляции пишите в чат трансляции свои вопросы. Значит, здравствуйте. Миндич покинул свою квартиру. У него только в этом доме их 8. Не закрывал входную дверь, чтоб не выбивали. Попросил консьержа закрыть потом. И в первом часу ночи покинул Киев, а польскую границу пересек ближе к 5 утра. Говорят, что до польской границы аэротакси прям воспользовался. Ну, гиперлупом. Андрей, не кажется ли вам, что это просто спектакль для народа, чтобы нас всех от чего-то отвлечь? Как думаете, чем закончится? Спасибо. Ну, вот эти, да, безусловно, элементы такого кино класса Б здесь присутствуют. Ну, и почему я обратил внимание на вот эти кирпичи из баксов. Ну, просто приходилось сталкиваться. Обычно пересчитывают на машинке, переупаковывают, ну, а тут прямо, чтобы все видели, чтобы все обсуждали. Но мне кажется, тут таким режиссером всего этого действия является не Владимир Александрович, а все это действие в итоге будет направлено против него. Вот так. Хотя, ну, то, что Миндич... Многие говорили о том, что Миндича в стране нет, и что он давным-давно в Вене. Но, тем не менее, отталкиваемся от того, что обнародовала погранслужба, что да, действительно, он пересек ночью границу Украины, имея на это все законные основания, поскольку отец 3 детей. Правда, имена у этих детей совсем не украинские почему-то. Значит, ну в чате так и пишут, что да, значит,
Повестку Покровск перебили капитально. Да, согласен с вами, друзья. Пакунки Малюка тоже смешно было, там автоматы граната. Да-да-да. Пакунки Малюка будут тем, кто родил от Малюка. Тут шутят люди. Значит, Жека пишет. Вопрос. Золотарев как-то хвастался, что выступал политаналитиком почти во всех выборах. Был ли хоть один честный, порядочный и любящий Украину претендент на хоть одних выборах? Понимаете, вот метаморфоза. И, ну, не на всех, понятно, во всех компаниях поучаствовать невозможно. Это там 98-й год, парламентские выборы, потом 2000-й там выбирали мэра, и вот 2002-й снова парламент, 2004-й президентский. Ну да, это компании. Вот. А что касается метаморфоз, знаете, когда человек идет на выборы, ну, хоть к сердцу прикладывает, то тот же Владимир Александрович Зеленский. Ну, кто будет, кто поставит под сомнение, что там те идеи, с которыми он вышел в 2019 году, что там неправильно. Что, да, построить такую страну, в которой люди захотят вернуться, да, чтобы люди здесь не плакали, но то против этого. За все хорошее против всего плохого. И все, ну, просто ангелы воплоти. Но как только садятся в кресло, куда они метят, ну, на следующий день у них вырастают рога и хвост, как все время говорит Сан Саныч Мороз. Ну, такая метаморфоза. Но проблема в другом. Проблема в том, что система же не меняется. А система остается прежней. Система, в которой власть, политические возможности являются инструментом зарабатывания бабла. А это ну, не реализация политических программ и идей, а зарабатывание бабла в первую очередь. То есть примножение капитала. Вот ради этого и пока, ну, в России тоже зарабатывают деньги, но все-таки там, мне кажется, что пример с замом Шойгу все-таки сначала думай о родине, а потом о себе. Значит, вопрос. Что Золотарев считает первоначалом войны между Украиной и Донбассом? Мне кажется, вот поворотной точкой стало вот это наступление, ну, после избрания Порошенко президента. До этого момента, несмотря на там, события вокруг Славянска, все это можно было ну, как-то сесть и договориться, решить без большой крови. После начала масштабного наступления ЗСУ, ну, а окончательная ну, точка невозврата Донбасса стала это то, что уже после первых, вторых Минских, ну, когда стала проводиться такая политика выталкивания Донбасса из Украины, разрыв всех торгово-экономических связей. Ну, они были, да, но это ж, тем, кому, как говорится, это было позволено. А так, на декларативном уровне, это финансование агрессора, там, терроризма и так далее. А торговля-то шла, вот, когда бойцы Альфа возили сумки с деньгами. Мгм. Знаете, как вот часто в жизни бывает, вот старые евреи говорили о том, что на шахматной доске белые и черные непримиримые фигуры. Но они враждуют между собой. Но те, кто эти фигуры двигает, как правило, дружат между собой. Здравствуйте. Какой процент брал бы Золотарев, будь он на месте Миндича? Спасибо. Ну, я не на месте Миндича, но извешен, но, скажем, следуя заветам покойного Геннадия Балашова, 10, ну, тот уровень коррупции, коррупционной ренты, ну, при котором все-таки можно зарабатывать с прибыли, а не красть на убытках. Но когда с бюджетных подрядов там сразу, как говорится, откати 30%, то есть ты еще ничего не сделал, то есть, дело не закрыто, но 30% вперед. То есть это в таких условиях ничего нормально работает. А, Главное, да, вопрос, Андрей Владимирович. Какие требования Украины к России критичны и обязательны для мира, по вашему мнению? Есть такие, на которые точно не пойдет Россия? конечно.
И пока то, что позиция Украины, она такова, что с этой позиции Россия точно не согласится. Ну что это, НАТО? Какие требования такие, Да, которые... ну абсолютно все. Ну что, Зеленский подпишется под денацификацией, как это подразумевает, вот, под демилитаризацией. Другое дело то, что если реально смотреть на вещи, с таким положением дел в экономике, Украина сможет содержать только очень компактную небольшую армию. Или быть на внешнем финансировании тех же большой европейской тройки. Другое дело, опять же, если у них возможность для того, чтобы содержать не только украинскую армию, но и Украину. А собственных экономических возможностей для нормальной полноценной армии, того, что останется от украинской экономики, точно нет. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Шум будет через час, поэтому если кому-то мало шума, особенно в последние дни, заглядывайте. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Да, друзья, добра и света, как бы это ни звучало. Вот видите, как Андрей Владимирович, раз света то больше, то меньше стало. Ну, Пускай будет только больше. да, Берегите, да, берегите себя